Привет, друзья! С вами Макс, и это канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. В этом влоге, посмотрите, видите вот эта елка, да, вот эта елка, она проводами соединена со старыми часами. Вот эта старая башня, и там часы. И ровно в полночь молния ударит в эти часы, и разряд пойдет по этим проводам, попадет в елку и отправит ее назад в будущее. Но вообще нет, не отправит. На самом деле мы приехали сюда, в город Авилес, Астурия, Испания, чтобы отпраздновать Новый год. И вот на этой площади мы его и провели. Это было этой ночью. Но давайте переместимся на один день назад и посмотрим, как все начиналось. Та-та-да-да-та-та-та-там. Салат оливье, друзья. Это салат оливье. 31 декабря. Ну, еще не вечер, но тем не менее. Юля приготовила два обалденных салата. Первый – это салат оливье. Его вы видите сейчас. Салат оливье. Мы его сейчас накладываем с собой. Потому что, как я говорил в прошлом влоге, мы сегодня едем в город Авилес. Это 30 минут на электричке. И мы едем туда праздновать Новый год. Мы там проведем новогоднюю ночь. Поэтому мы собираем с собой еду. Юля приготовила салат оливье. И Юля еще приготовила крабовый салат. Ну, он у нас из крабовых палочек. Хотя некоторые делают его из крабов, но я же учитель русского, а не футболист известный. Так вот, короче, это крабовый салат, салат из крабовых палочек, очень вкусный, очень вкусный. Вот в таких контейнерах мы возьмем с собой салаты. Еще я засолил рыбу, вот это норвежская семга, наверное, да? Норвежская семга. Вот, она соленая, она у меня под прессом. Еще есть тирамису, Юля сделала тоже с собой. Ну и всякие там мелкие вкусняшки, типа сок, какие-то закуски. Короче, все это тоже будет. Еще будет горячий рулет из индейки запеченный. В общем, все это мы возьмем. Ну, мы уже сейчас это все собираем потихоньку. Салат только нужно заправить. Что значит заправить салат? Означает добавить в него, ну, в данном случае, майонез. Потому что, ну, оливье делается из майонеза классически. Вернее, с майонезом, да. Поэтому сейчас мне нужно заправить этот салат. Там, видите, часть уже с майонезом, а сюда надо еще добавить майонеза, перемешать, и это мы возьмем с собой. А вот этот салат останется у нас дома не заправленный, то есть без заправки, то есть без майонеза. Да? Он останется так. Ждать нас 1 января, когда мы вернемся из Авилеса. Стоим на железнодорожной станции и ждем наш поезд. Он должен уже скоро приехать, буквально 30 минут. У нас с собой чемодан с едой разной. Еще в рюкзаке там контейнеры с салатом, оливье и крабовый. Рыба малосольная, которую я сделал. Что у нас там еще? Вино. Маленькая бутылка шампанского, чтобы открыть в новогоднюю ночь. Виноград, потому что здесь, на севере Испании, а может быть и вообще в Испании, есть традиция съедать 12 виноградинок. Не дам, не дам. Съедать 12 виноградинок в новогоднюю ночь. Сабрина, что ты хочешь снять? Свою сову. К Сабрине сегодня прилетела сова. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Сабрина. О, мама уже там
в нашем номере, смотри. Ух ты, как тут прикольно. Ой, там бильярд есть внизу. Бильярд. Я не очень люблю бильярд. Ты хочешь кушать? Да я тоже хочу кушать. Давай посмотрим, где мы тут живем. Вот здесь. Это наш номер. Маман, Даже поставили открывай. Сабрине кроватку поставили. Нужна была в стоимость. Да? Угу. Ну, супер, смотри. И ванна Включается у нас свет. Все. Это наш номерочек. Наша, да я бы сказал, даже номер. Ох, как тут просторно. Кроватка для Сабрины. И было написано, что... Ой, смотри, тут кофе есть. Да, и чайничек даже есть. Ура! Потому что вообще это не очевидная опция в Испании. Кто вообще этот чай пьет? Зачем его пить? Зачем вообще кипятить воду? Так, а там что у нас? О, ёкарный бабай! Вот это вид! Вид на сад? Вид на сад. Господня земля. Охренеть. Вот это просто мы заселились. Вот это просто мы заселились. Первые 1,5 часа в Авелесе. Как мы их провели? Ну, во-первых, мы бесконечно долго смотрели на этот французский парк. И это действительно просто потрясающе. Во-вторых, мы поняли, что наш холодильник в номере не работает. Мы позвонили на ресепшн, и они сказали, что скоро к нам придет человек и починит холодильник. И мы решили, что можно поставить наши салаты прямо вот сюда. Это, конечно, немного опасно и не очень хорошо. Сабрина, не-не-не, давай закроем. Ой, там хлебушек. Бери. Ой, нет. Все, молодец. Вот, и вот здесь вот у нас стояли салаты наши. Потому что на улице сейчас, ну, не знаю, 5-6 градусов. Ну, то есть, как в холодильнике. И поэтому, да. И что дальше-то было? Пришел человек, сказал, что ваш холодильник действительно не работает. И нужно заменить холодильник. Мы сказали, да, конечно, пожалуйста, сделайте это. Он сказал, прямо сейчас? Мы говорим, ну, конечно, у нас же салаты испортятся. И вот он поменял холодильник, такой новый красивый холодильник, где у нас, ну, нет, салаты у нас сейчас вот здесь, кстати. Что? Давай скажем «С Новым годом!» С Новым годом! Да. Вот, ой, тарталетка твоя упала. Сабрина забраковала салаты. То есть отказалась от салатов. Говорит, фу, бе. Я не буду это есть, но вообще салаты очень вкусные Юля сделала. И малосольный норвежский лосось, я прям не могу. Я вот на него смотрю, и у меня уже текут слюни. Что мы смотрим по телевизору? Мы включили «Мирные огоньки». Это альтернатива ежегодному новогоднему российскому шоу, который называется «Голубой огонек». Но «Голубой огонек», ну, во-первых, это, знаете, эстрада, поп-музыка. Это такое вот всегда было немножко больше для моей бабушки. Я не смотрел «Голубые огоньки». Там обычно, ну, они не рассчитаны на молодежь. Это во-первых. А во-вторых, ну, после того, как началась война, появились мирные огоньки. То есть огоньки, то есть огонек – это шоу, это новогоднее шоу, называется «Огонек», да, «Голубой огонек» или просто «Огонек». Вот. И после начала войны появились мирные огоньки, то есть альтернатива российскому мейнстримному голубому огоньку, которая не продвигает Z-идею, войну и так далее, а наоборот, которая выступает за мир. И поэтому мы, конечно, смотрим, мы тоже за мир, и поэтому мы смотрим «Мирные огоньки». Там все артисты, музыканты, которые по разным причинам уехали из России и теперь живут где-то, как и мы, не в России. Вот такая вот ситуация. Ну что ж, план такой, что плана у нас нет. Мы сейчас едим. Сколько времени, кстати?
почти 6 часов. То есть у нас еще 6 часов до Нового года. Я думаю, что, не знаю, как пойдет. Но очень хочется погулять в парке, пока еще не стемнело. А стемнеет уже вот-вот. Очень скоро стемнеет, поэтому надо идти в парк. 6 часов 20 минут. Мы вышли погулять в этот сад. Ну, сад или парк. Но вот эта часть скорее сад. Тут просто плохо видно, но там клумбы с цветами. Вот. А дальше за решеткой начинается именно парк. И я так понимаю, что это все городской парк, городской сад. То есть этот сад не принадлежит отелю. Этот сад просто для всех. Он общественный. Потому что здесь открыты ворота, можно туда пойти. И на карте он тоже отмечен как муниципальный. В общем, классно. Здесь очень красиво. Конечно, мы уже вышли немножко позже, чем хотели. И уже достаточно темно в парке. Но, с другой стороны, посмотрите, луна светит. Луна светит через деревья без листвы. Такие голые, мрачные деревья. Луна светит. Сумрак. Обожаю просто. Не знаю, очень классно, очень классно, очень классно, очень красиво. Ну, парк, конечно, вообще отличный, вообще отличный. Сейчас будем гулять, а потом пойдем еще на площадь. У нас с одной стороны отеля этот парк, с другой стороны главная центральная площадь города, называется Площадь Испании. И вот на эту Площадь Испании мы потом пойдем гулять, пойдем праздновать сам Новый год, то есть в 12 часов будем там пить шампанское, есть 12 виноградин, такой план. Сабрина залезает на пень, а Юля ее сторожит. Да. Ты хочешь на пень? А как ты туда заберешься? Он же высокий. Надо запрыгнуть, Сабрина. Прыгай. Давай, прыгай, Сабрина. Прыгай. Запрыгивай на него. Давай. Смотрите. Выходишь из нашего отеля и попадаешь в, черт побери, просто новогоднюю сказку. Ну, да, здесь еще стоят машины скорой помощи. Здесь просто какой-то новогодний марафон проходит или что-то. Но вы посмотрите на это вообще, на все. Вау, просто вау. Очень красиво. Очень красиво. Ну, я думаю, что скоро уедут. Скоро уедут. Ну, в смысле, машины скорой помощи. Вот, давайте здесь пройдем. Сабрина! Она хочет на сцену. На сцену? Ты хочешь на сцену? Ну, нельзя, Сабриночка, на сцену. Так. Ну что ж, Новый год закончился. К сожалению, вчера мы вышли на эту площадь, а мы жили вот в этом отеле. Юле удалось купить его по какой-то невероятной скидке, просто невероятной скидке. Поэтому мы просто в каком-то нереально крутом отеле провели ночь. Просто супер. Посмотрите, как там красиво. Там мебель вся внутри такая антикварная, красивая, старая. Вообще, прям место очень-очень сильное. Но неважно. Мы вчера вышли на эту площадь, чтобы встретить Новый год, но, к сожалению, я забыл взять камеру. И когда я это понял, было уже без нескольких минут 12. Конечно, я не побежал за камерой, потому что я бы не успел. Просто встретить Новый год. Но вот сейчас появится несколько фотографий, вы увидите, как это было. На самом деле людей было
очень мало, неожиданно мало. В России обычно на Новый год улицы больших, маленьких, любых городов, улицы переполнены людьми. Все выходят, встречают Новый год, пьют шампанское, там кричат. А здесь такая тишина. На площади было, не знаю, человек 50, может быть, 80, не знаю, да даже, может быть, меньше, не знаю. В общем, вы видите фотографии. Было много русских среди них. Есть одна интересная традиция в Испании. Когда часы в полночь бьют 12 раз, тон, нужно съедать 12 виноградин. Я попробовал. Нужно есть очень быстро. У Юли не очень получилось. А у меня в целом получилось, но я сбился. Я начал есть чуть раньше. И, в общем, я не уверен, что я съел 12. А еще нужно загадывать желание. Но у меня нет столько желаний. Поэтому я хотел просто съесть эти виноградины. В общем, сейчас мы еще прогуляемся по городу. Город нам очень понравился вчера. Особенно соседняя улица. Может быть, мы до нее дойдем. Ну и затем отправимся домой. Что ж, мы прогулялись по Авелесу. Мы вчера еще чуть-чуть погуляли. Мы шли от железнодорожной станции до отеля. Это все примерно в центре. Вообще удивительно. Мы вообще ничего не ожидали от этого города. Мы думали, небольшой городок. Хотя 70 тысяч человек населения. Это немало в целом для европейского городка. То есть не сказать, что это прям маленький-маленький городок. Но меня прям реально удивляет, что в таких городках очень круто. В них чувствуется жизнь, в них как-то все красиво, аккуратно, красивые, хорошие парки, какие-то разные скульптуры, музеи. Жизнь какая-то есть культурная. Не знаю. Ты идешь, и просто тебе нравится это место. Вот я, например, могу представить себя живущим в этом городе. Вообще, я бы с удовольствием здесь пожил. Вообще, очень было бы классно. Или просто приезжать сюда. Очень много каких-то старых зданий, где на втором этаже деревянные какие-то балконы. Здесь не так часто, как будто бы встретишь дерево. В основном дома из камня, а здесь балконы и часть конструкции сделаны из дерева. Очень интересно. В общем, не знаю, Новый год суперский, просто суперский. Очень классно, что мы сюда приехали, провели здесь отличный день, отличный Новый год провели здесь, в Авелесе. Нам все дико понравилось. Я думаю, что мы сюда еще приедем. Надо, конечно, почитать немножко про город, вообще про то, что здесь было раньше, потому что видно, что город очень старый, как, наверное, и все города в Испании. Большинство городов в Испании. В общем, друзья, с Новым годом! С Новым годом! Хочу вас поздравить и пожелать вам, чтобы ваш русский язык в новом году становился только лучше и лучше, чтобы тяжелых моментов становилось меньше. Конечно, они все равно будут. Язык учить непросто. Но чтобы процесс изучения языка вас вознаграждал, чтобы этот процесс вас вознаграждал, то есть чтобы он вам давал энергию, давал положительные эмоции, какой-то позитив, и чтобы, естественно, постепенно прогресс шел. До встречи уже в этом году.
пишите ваши комментарии. Если хотите получать транскрипции и премиальные выпуски и дополнительные материалы к моему подкасту, и транскрипции к видео, и там куча других обучающих материалов, присоединяйтесь к мембершип-программе. И до встречи в следующем видео. С Новым годом! Новый год!